Уже дома. Звуком не удивляйтесь, у меня кофе варится, потому что я, честно говоря, очень поздно пришла домой. Сейчас уже 12 часов, уже первый час ночи. Вот буквально только-только недавно вошла. Ну вот, и да, я сейчас кофе пью гораздо меньше, но сегодня исключение, потому что еще у меня полно дел. В общем, я повторила покупку вот этих вот печенье ушки. Они очень классные. Здесь на 100 грамм 410 калорий, но там одно ушко весит где-то 10, по-моему, 11 грамм, соответственно, одно-два в день можно с чаем съесть. Дальше я обновить решила вот эту штуку для масла. Я периодически обновляю, она стоит недорого. Дальше взяла еще какао-порошок. У меня это какао есть. Не закончилось, разумеется, там больше половины, но я взяла еще, потому что, может быть, я буду делать какой-то шоколад, еще что-то, не знаю. В общем, взяла, пусть будет, потому что, сами понимаете, какие у нас тут события, и непонятно, вроде как продуктовые-то магазины закрывать не будут, но говорят, что торговые центры закроют, вернее как, типа, если там продуктовые, их не закрывают, но будут пускать по кодам, а может, в общем, непонятно, то есть правила противоречат одно другому, поэтому понятное дело, что те продукты, которые можно купить в Ашане, которые мне именно там нужны, я решила закупиться, чтобы было. Вот, понятно, что в ближайший магазин я всегда схожу. Дальше я взяла тыкву. Я, собственно, завтра еще поеду. Взяла вот эту тыкву серую. Это волжская, что ли, по-моему, тыква называется. Как-то так. На 32 рубля, килограмм 29,99. У нас, например, в ближайших магазинах уже по 79 рублей за килограмм, что любая тыква, к сожалению. У меня тут лежит, я уже и варенье сварила, и сейчас буду морозить, но мне еще и так нужно на поесть, поэтому взяла и завтра возьму еще. Почему я не взяла сегодня? Ну, потому что, во-первых, я поехала за гречкой. Вообще гречка 57 стоила, сейчас она стоит... Надо посмотреть по чеку, но там уже до 65 она подорожала, но это все равно дешевле, чем покупать в пятерочке, где уже 75, и в Верном 70, а может быть сейчас уже и дороже, потому что обещают 80 рублей с ноября, но, как вы понимаете, у нас могут и поспешить поднять цены. В любом случае на всю жизнь не запасешься, но у меня как бы в месяц уходит 12 пачек гречки. 10 съедает собака и 2 пачки съедаю я. Поэтому на этот месяц я запаслась. Я взяла сейчас 6 упаковок, потому что 6 у меня уже есть. Вот это обновленное оформление. Но там надо внимательно смотреть по вот этому коду. Вот по этому коду вроде как я смотрела на ценнике 58 или 50, что ли, 9 рублей. Ну, я все выкладывать не буду. В общем, 6 штук у меня. Дальше я взяла вот такие булочки по 8 рублей 99 копеек. Это булочка с изюмом. У меня любит такие булочки собака. Понятное дело, что собаку кормить таким не полезно. Я стараюсь пореже это давать, но опять же, ну, как правило, я даю раз в неделю, потому что я в Ашан езжу раз в неделю, бывает чаще, но все равно как-то вот одна булочка в неделю. Сейчас получается побольше, потому что у меня приезжают ученицы на занятия, ну вот я работаю со взрослыми, но вот это как бы ребенка привозит, и она, конечно, всегда приносит булочку, как правило, ну и я ему даю, поэтому... Примерно получается 2 булочки в неделю. Но я не знаю просто, опять же, насколько закроют, чего, как. Поэтому я взяла 4 штуки. Опять же, не буду все доставать. Я могу ему и сама испечь, но, как бы, понимаете, короче. Я иногда ему даю и с яблоком, то, что я пеку. Дело не в этом. Пусть будет, потому что цена вопроса невысока. Решила себе взять иногда на перекусы вот эти звездочки глазированные. Здесь, ну, в принципе, в составе ничего плохого как бы нет.
на 100 грамм 380 калорий. Здесь упаковка 250, но я не собираюсь съедать ее ни за один, ни за два и даже не за 3 раза. То есть, скорее всего, это будет 10, от 10 до 20 грамм за один раз, чисто на какой-то перекус с кефиром. Ну, потому что мюсли, возможно, я буду брать, но я буду брать их в другом месте. В этом верном буду покупать, когда на них будет акция, потому что мне там понравились мюсли, несмотря на то, что они как бы местные, ну, как бы внутренней марки, да, магазина. Они очень классные, потому что до этого периодически я брала, ну, такие, вот они везде продаются, там в пятерочке и так далее. Там есть финские, которые с шоколадом, и еще какие-то самые распространенные, в такой вот небольшом пакете по 80 с чем-то рублей. В принципе, в Било тоже стоит 80 с чем-то без акции, но суть в том, что в Било вкуснее, по факту. Дальше. В тот раз я брала полбатона колбасы, ну, в общем, Фантазия называется. Это, кстати, оказалась колбаса марки «Каждый день», сырокопченая. И мне она понравилась, и я взяла целый батон. Здесь батон на 380 грамм, ну, в общем, по-моему, 100, что ли, с чем-то рублей этот батон. Она классная, вкусная достаточно. Ну, я ее режу, обычно, в общем, я съедаю в день 10 грамм. Здесь говядина, вода, соевое что-то такое, тут просто этикетка наклеена. Там кориандр, чеснок, тмин. Но я вроде как не вижу ничего здесь плохого, то есть нормальный у колбасы состав, поэтому я взяла, там не было по половинке, но я, опять же, наверное, даже если бы были половинки, я бы взяла целый батон, потому что я не знаю, когда Ашан откроют, а у нас тут как бы, у нас полно в районе магазинов, то есть если походить, приглядеться, там тоже, наверное, что-то будет и интересное, и недорогое, и как бы... Я не очень люблю по пятерочке. Мне это... Я четко знаю, что я там беру овсянку, и мне этого достаточно. Дальше, что еще у меня здесь? Взяла желатин, несколько штук, пусть будет. Я хотела, значит, я брала в Било сыр, разрезала его на кусочки и заморозила, потому что там была супер акция, но до конца срока годности оставалось 3 дня. Соответственно, я быстренько все порезала и заморозила. Теперь спокойно оттуда достаю. Но я еще думаю делать кашу утром. Я делаю ее вообще на воде. А тут я купила вот этот вот соевый напиток во Вкусвилл и сделала с этим напитком. Мне как раз этой каши на 3-4 дня хватит. Вот. Но я хочу чередовать. У меня папа, например, раньше любил кашу Нордик. Он запаривал ее кипятком и добавлял туда немножко колбасы, немножко соевого соуса и добавлял сыр. Там в Ашане есть тертый сыр, он 79, по-моему, или 75 рублей за 150 грамм, вот такой же марки «Каждый день». Но, например, не резаный сыр, да, не тертый 200 грамм, стоит 99, поэтому я взяла, и, знаете, я сама как бы натру, никаких проблем в этом нет. Пусть лежит в этой упаковке. Возможно, я завтра еще докуплю соевый соус, он у меня был. В принципе, я сейчас стараюсь, я ничего не солю, вообще ничего не солю. Я не использую сахар. То есть, например, какао, если я пью без сахара, я даже без молока пью. Ну, кофе у меня тоже всегда без молока, без сахара. Я как бы не использую вообще никакие специи нигде. Но я подумала, что можно для разнообразия, как бы, ну, сыр я ем, и можно, наверное, иногда соевый соус. Дальше моя подружка, мы с ней выгуливаем собаку вместе. Мы разговорились с ней по поводу томатной пасты. Я ей посоветовала попробовать вот такую марки «Каждый день». Но она попросила купить пару упаковок, потому что она сама не ездит в Ашан сейчас.
И я купила ей 2 пакетика, она что-то приготовила и сказала, что эта паста просто, не просто хорошая, а просто восхитительная. Но я с ней согласна, я эту томатную пасту беру уже много лет, она реально очень крутая. Вот. И ей актуально, что вот такая разовая доза, и она сказала, что она какую-то брала в пятерочке, и она вроде как выпаривается, а это нет. И на вкус потрясающий. Состав у нее хороший, томатная паста, вода питьевая. Но единственное, что я вам сразу скажу, я уже повторяла, говорила об этом, что вот такую же пасту марки «Каждый день» в металлических банках я брать не рекомендую. Там отвратительный состав, там что-то модифицированное, все дела. Но тут еще есть такой один момент. Вот здесь вот на этой упаковке раньше всегда было указано, что томатная паста и вода питьевая. И вот этой фразы, возможно, наличие следов яичного желтка и продуктов переработки сои не было написано. Это было всегда написано на пакете уже вот таком. И я его не брала, хотя я ничего не имею против там яичного желтка, не имею даже против сои ничего. Но я как бы, когда сравнивала составы вот этих 2 упаковок и консервной вот этой банки, я выбирала вот это. Сейчас и там одно и то же написано, и калорийность одна и та же, короче, все один в один. Вот, ну, в общем, подружке я взяла вот эту томатную пасту, ей актуально, чтобы были маленькие пакетики. Мне, в принципе, тоже такие пакеты актуальны, но я собираюсь делать борщ, и поэтому я решила взять вот эту большую упаковку. Я не знаю, всю я ее использую или только половинку, не знаю. Но в любом случае, в общем, подружке я взяла в тот раз 5 штук еще, и в этот раз 5. Она заказала просто 10. А еще я взяла, что тут, не буду просто все из пакета вытаскивать. Так, дрожжи я взяла еще. Опять же, просто чтобы были про запас. Только я не поняла, где вообще они у меня лежат здесь. Сейчас надо их тут выкопать. То ли я их, наверное, в другую сумку переложила. Сейчас. Или я их не взяла. Наверное, сейчас я по чеку посмотрю. По-моему, или я передумала. Да, я только хотела взять, но передумала, потому что я решила пересмотреть свои запасы. Потому что я недавно несколько упаковок взяла, тем более, что я пеку сейчас немного. Поэтому вот. И еще я взяла, сейчас покажу. Так, минутку, открою сумку. Я взяла вот такие вот лезвия марки «Каждый день», одноразовые. Я уже рассказывала, опять же повторюсь для тех, кто впервые на канале, может быть, не видел тот влог. Когда-то, очень давно, я брала такие лезвия, и они мне не понравились, я их полностью вообще все выкинула. Потому что, они вообще ничего не сблевали и были отвратительные. И после я мимо них проходила стороной. Я не брала какие-то дорогие, но брала, средний сегмент такие, недорогие, в общем. А тут вот перед поездкой в Питер, это когда было, или в июле, или в августе, у меня все закончились, я приехала в Ашан, а там были пустые полки. И были только остатки. Остатки либо с космической ценой, которые никто не брал, и вот лежали вот эти дешевые, там за 38, кажется, рублей. Ну и я подумала, что дорогие точно не вариант, уж лучше тогда пойти в фикс прайс. Ну и решила попробовать вот эти. Они оказались приличные, причем, знаете, здесь написано одноразовые, как и на всех, но раньше, я думаю, многие помнят, можно им было пользоваться долго. Не один раз. А сейчас, правда, стали такого качества, что только разовое использование. Максимум там 1,5 раза.
Вот. Но эти, как ни странно, можно несколько раз полноценно их использовать. У меня еще с того раза лезвия остались, но опять же, мы не знаем, насколько вообще все это продлится, и можно ли будет все-таки спокойно ездить в Ашан, поэтому я решила упаковочку возьму, пусть лежат. Значит, если по ценам томатная паста 15,99, вы знаете, ценник 14 чем-то рублей. Но цена за один день, можно сказать, выросла. Какао 74,99. Так он был 69. Желатин по 8 рублей. Томатная паста вот эта вот в большой упаковке 34,99. Так, сыр 99,99. Гречка 63,99, понимаете? То есть у них по штрих-коду я даже сверила. Было 50 с чем-то. В общем, трэш на самом деле. Ну ладно, это по-любому выгодно. Булочка 8,99. Колбаса 164,54, это батон, а так она 432 рубля 99 копеек стоит. Станки уже 42,99. Я еще брала собаки мираторговское говяжье легкое, ну, лакомство вот это сушеное, пакетик. Я просто убрала в холодильник, в принципе, сейчас, наверное, могу показать. Лакомство стоило 53,99, и вот эти звездочки стоили 34,99, и печенье стоило 55,09. Цена за килограмм 193 рубля 99 копеек. Так, я принесла вот такое лакомство, я беру Мираторг легкое. Здесь 50 грамм, в принципе. Ну, у него же еще есть, там я ему сушки покупала, плюс, ну, как бы, у него достаточно чем лакомиться. Я не стала затариваться, потому что, знаете, я подумала, что вот этого ему... Тут много кусочков на самом деле, потому что легкое, оно легкое. Вот, так что, ну и пахнет так нормально, в общем. Я ему раньше брала просто в магазине, в мясном отделе легкое, отваривала, резала на кусочки, но тогда я ему еще лекарства давала, и это было очень удобно, потому что вот отвариваете, потом я даже брала кухонные ножницы, отрезала кусочек, и потом вот так вот прорезала как бы отверстие и туда вставляла таблетку. Имейте в виду, вот так вот можно давать, очень хорошо. Ну, а чисто побаловаться я вот такую упаковочку взяла. И кэшбэк, кстати, со всех покупок у меня был еще 19 рублей. Не так-то много, но в целом. Ну, я, знаете, для себя решила, я не беру товары принципиально с кэшбэком. Я беру то, что мне реально нужно, а уж если повезет, там вот здесь вот был кэшбэк. Я не знаю, по-моему, вот здесь еще был кэшбэк. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.